я просто делаю случайные точки и тем заставляю себя скетчить. Ну, это один из способов того, что, ну, ты просто не хочешь ничего делать, а тебе нужно что-то начать делать. Я кидаю точки и рисую девушку. Что делать? Я люблю это все дело. Вот. Да блин. Окей. Надеюсь, в этот раз будет получше звук. Что-то я не могу понять, по какому принципу работает мой микрофон. Так, если кто смотрит, ну, и слушает звук, то скажите, пожалуйста, нормальный ли он. И мне Винзоры прислали тушь новую вчера, ну, вообще большой пакет. Ай-яй-яй, я сейчас ее затестю. Вот так. Немного в бок. Как хороший ли звук? Скажите, плиз. Я нормальная. Ну и развлекуха такая. Я пубум, пубум, кидаю туда лужи туши. Пубум, пубум. Вот так. Ну. И я. Из этого я буду вырисовывать фигуру человека. Это может быть странно, но окей. Оно так будет. В общем, я смотрю на эти линии и пытаюсь понять, как отсюда может выйти фигура. Это как в детстве такое упражнение, когда рисуешь каляку, а потом, ну, или тебе рисуют, а потом ты из нее пытаешься понять, что там нарисовано. Ну, как детская игра. Давай, настройся. А я пытаюсь из этого нарисовать что-то, что мне прям интересно и приятно. Да. Вот это грудная клетка. Вот это таз. Окей. Может быть, она будет немного не в типичных пропорциях. Посмотрим. Но точно динамика у нее уже есть. Такой пупсик. Тушь классная. Прям то, что надо. И немного сразу же приношу тень образования. Вот так. Вот так. И вот на такой практике очень круто разгоняться перед днем. Это вообще огонь. Сейчас мне нужно дописывать курс. Ну, я делаю вебинар для «Зеленой стрелы». Вчера был первый день, ну и прошло очень круто. Я такой, ну, классно. Ну, очень много, очень хорошей обратной связи. Я так порадовался. Ну, в общем, приятно было вести, хотя очень необычно. На самом деле, очень необычно. Когда ты говоришь и не видишь сразу же отклика от аудитории. То есть я привык вести мастер-классы по скетчингу, ну, по ландшафтному скетчингу. И когда я вижу отклик аудитории. А тут я сижу, вещаю, рассказываю, разговариваю, всякие разные штуки. А самой реакции не вижу. Ну и плюс потому, что там первое время моего ресурса не хватало на то, чтобы смотреть на комменты. Я пытался, ну как, самим собой ощупать этот процесс. Но, ну вот, первое время было трудно. Сначала было трудно, но потом стало прям полегче. И к концу вебинара, ну, был 3-часовой вебинар, он растянулся там на 3:40, по-моему. Ну, информации было очень много. Прям очень много. Ну и болтать я люблю, честно говоря. Как начнется, так не остановишь. И сегодня прихожу в себя и осознаю. И нужно немножко готовить, немного подчищать, немного внести в коррективы
в материал вот этого следующего дня, который будет завтра. Ну, на него, по-моему, отдельно еще можно записаться, но вот точно, я думаю, можно узнать на сайте «Зеленой стрелы». Вот, осознаю этот момент. И прям как будто бы немножко новый мир открывается. Как будто бы рисую девушку из точек, из луж туши, которые изначально накидал на холст, на бумагу. Вот. Блин, забыл, что говорил. Ну, короче, совершенно новый опыт. Не такой, как раньше. Я озадачен этим новым опытом. Все утро приходил в себя, пил кофе. И про многие штуки думал, блин, а что, так можно было? В общем, вчера был очень странный день и очень во многом радостный для меня. Потому что я понял и увидел такие штуки, которые проходили мимо моего сознания раньше. Блин, спасибо людям, которые делятся своим опытом. Это обалденно. Ну вот я тоже делюсь, стараюсь. Надеюсь, это полезно в итоге. Вот такая анатомия вырисовывается. Блин, тушь хороша. В меру вязкая, вот как надо, и в меру жидкая. Очень-очень-очень норм. Такой пупсик. Но формы такие получились, может быть, немножко странные. Может быть, анимешные. Ну, так легли изначально пятна туши, да. Вот, блин, круто. Она вот сильно лучше работает, кстати, чем гамма. Потому что штрих, который я реализую, он ложится с правильной степенью нажатия. Обалдеть. Все, Винзор мои фавориты. Да, раньше были фавориты, конечно. Очень круто. Ну, обзор на Винзор, там предыдущее видео, вчерашнее. Смотрите распаковку посылки, которая пришла ко мне. Рисую довольно просто. Вот накидываю вот такие вот полукруги. Примерно имею в виду анатомию. Не доходя до локтя, например. Не доходя там сильно до плечевого сустава. Если хотите тоже рисовать в такой стилистике, правильный способ брать мои плейлисты, ну там ссылка будет внизу, и по ним идти. Ну, выбирать то, что вам ближе в итоге. И реализовывать это. То есть берете видео и рисуете одновременно со мной. Это супер классный способ учиться. Блин, вот берешь качественный материал, и все получается. Это так же, как с бумагой. Ну, когда рисую с размытием туши, если берешь правильную бумагу, то получается само прям почти. А если берешь, ну, такую недорогую, то ты должен в полной мере реализовывать там свои скиллы, что ты можешь. А крутой материал, он очень сильно помогает. Невероятно сильно помогает.
Вот у нее такая чуть горделивая поза. Не знаю, что она выражает. Все. Дальше рисую только виндзоровской тушью. Это идеально. Это идеально. Ну, окей. Вот такой пупсик сросся. Там дальше я прорисовывать его особо не буду. Ее особо не буду. Оставлю ее примерно вот плюс-минус в таком состоянии. Она эффектная, лаконичная, законченная. Очень динамичная поза. Ну, это прикольно. Может, сам бы я ее не нарисовал, но то, что там вот эти вот случайные лужи туши и рисунок из них, вот оно тоже дико помогает. Потому что я точно не рисовал бы вот такую вот странную позу. А случайные лужи туши, они дали мне необходимую экспрессию. То есть я вынужден это делать. Ну окей. И осталось, я думаю, подписать. Эдуард Кичигин. Так, а что у меня с другой стороны? О, тоже пупсики. 2020. Ну, вот сейчас покажу ее поближе. Ну, прям мне сегодня очень нравится. Прям очень нравится. Ладно, детали, наверное, доделывать не буду. А иначе уйду в какое-нибудь такое дополнительное нарисование. Я думаю, эта работа продается. Кому интересно, 1000 рублей, она ваша. Ну, если вы из Питера. Пересылать я не знаю, есть ли смысл куда-нибудь. В общем, я этим пока не заморачиваюсь. Так. Посмотрим. Получилось. Дай, фокусируйся. Почему-то она показывает ее более блеклой, чем она есть. Вот такой пупс. Вот такой. Так. В общем, вот, меня зовут Кичигин Эдуард. Ну, моя тема там скетчинг, ландшафтная архитектура и прочие все такие штуки. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите внизу в описании к видео. Там много ссылок на мои плейлисты. И очень круто брать их и рисовать одновременно со мной, поглядывая, как это все происходит. Так просто и быстро можно учиться. Ну и качественно. Всем чао.